Когда вы в последний раз задумывались о том, что можно жить в самолете? Да, как это сделала одна находчивая женщина из США, превратив авиалайнер в уютное гнездышко? А слышали ли вы о домах на деревьях в Индонезии, которые настолько высоки, что туда не каждый смельчак заберется? В этом ролике я расскажу о таких невероятных домах, в которых, представляете, реально живут люди. Готовьтесь удивляться. Такие жилищные приключения точно не оставят вас равнодушными. Потеряв свой дом из-за пожара, Джоэн Ассери пришла в голову странная идея – жить в самолете. Она купила старый Boeing 727, списанный в утиль, отправила его на уже принадлежавший ей участок земли и потратила 6 месяцев на ремонт, выполняя большую часть работы самостоятельно. В итоге у нее появился полностью функциональный дом с жилой площадью около 1500 квадратных футов, 3 спальнями, 2 ванными комнатами и даже джакузи. Все это менее чем за $30 тысяч в ценах второй половины 90-х годов 20 века и $59 тысяч на 2024 год. Ассери, косметолог из Бенуа, штат Миссисипи, США, не имела профессионального отношения к авиации и просто послушалась необычного предложения своего зятя, авиадиспетчера. Она жила в самолете с 1995 по 1999 годы, когда он оказался непоправимо поврежден после падения во время перевозки. Хотя Ассери была не первым человеком, который когда-либо жил в самолете, ее безупречная реализация проекта произвела вдохновляющий эффект. В мире, где архитектура стремится к гармонии с природой и инновациям, появился стеклянный дом, созданный уже известным нам дизайнером из Токио Су Фудзимото. Этот уникальный проект представляет собой трехэтажное сооружение, окруженное прозрачными поверхностями, словно дом на дереве, но в современной интерпретации. Вместо стен – сплошные окна, создающие ощущение простора и свободы. Стальные конструкции, расположенные на разных уровнях, служат основой для этого необычного дома. Отсутствие центральной лестницы компенсируется серией ступеней, которые соединяют различные зоны внутри здания. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, с небольшим количеством мебели, что подчеркивает простоту и элегантность пространства. Для сохранения приватности предусмотрены шторы, выполняющие функцию временных перегородок. Такой дом невозможно не заметить, особенно в контексте японского дизайна, отличающегося оригинальностью и инновациями. В глубине индонезийских лесов, вдали от цивилизации, обитает папуасское племя Калуфо, также известное как Каравай. Эти люди до сих пор не видели современного мира и живут в гармонии с природой, сохраняя свои древние традиции и обычаи. Одним из самых удивительных аспектов жизни этого племени является их умение строить дома на деревьях. Они используют для этого деревья баньян, срезая верхушки и создавая из веток стены и крыши. Хижины обычно расположены на высоте 33-49 футов над землей, что делает их труднодоступными для посторонних. С землей жилища соединяет лишь хлипкая лестница, по которой неподготовленному человеку весьма сложно подняться. Высота расположения дома имеет большое значение в обществе Калуфо. Чем выше жилище, тем больше влияние человека на соплеменников. Известны случаи, когда хижина находилась на высоте 164 фута. Это поистине впечатляющая высота. Жизнь племени Калуфо – это удивительный пример того, как люди могут существовать в гармонии с окружающей природой, используя ее ресурсы для создания уникального образа жизни. Комплекс Боско Вертикали состоит из 2 высотных зданий, одно из которых достигает высоты 249 футов, а другое – 360 футов 9 дюймов, включая 18 и 26 этажей, соответственно. Уникальность проекта заключается в его необычном внешнем виде. Вместо традиционных стен фасады зданий украшены зелеными насаждениями, создающими иллюзию вертикального леса. Этот оригинальный дизайн принес комплексу имя «Вертикальный лес». Проект был создан архитектурной студией Боэри под руководством Стефана Боэри. По словам архитектора, концепция строительства возникла благодаря произведению Итало Кальвина «Барон на деревьях» 1957 года, где главный персонаж решает поселиться среди ветвей деревьев навсегда. На фасадах обеих башен размещается около 900 деревьев, 550 на высоком здании и 350 на меньшем, а также более 11 тысяч многолетних растений и 5000 кустарников. Общая площадь озеленения составляет свыше 322 тысяч квадратных футов, на которой произрастает более 90 различных видов растений. На юге Испании, в регионе Андалусия, находится удивительный городок Сетениль-де-лас-Бодегас. Увидев его впервые, можно испытать странное чувство тревоги. Некоторые улицы города буквально утопают в тени огромных скал, нависающих над домами. Кажется, будто эти массивные каменные глыбы вот-вот обрушатся, однако они надежно защищают жителей от непогоды уже 8 столетий. Сегодня в этом городе проживает около 3000 человек.
История поселения насчитывает многие века, хотя сами базальтовые скалы, ставшие основой для застройки, существуют гораздо дольше. Сетениль-де-лас-Бодегас нередко называют «белым городом» за преобладание белого цвета в окраске местных домов. Особенность архитектуры Сетениля заключается в том, что большинство жилых помещений представляют собой природные пещеры, расширенные и обустроенные для жизни. Некоторые дома выглядят вполне традиционно снаружи, но фактически расположены внутри скал. Эти уникальные строения сами по себе являются историческими памятниками, и прогулка по городу превращается в увлекательное путешествие сквозь прошлое. Хотя Сетениль-де-лас-Бодегас нельзя назвать крупным населенным пунктом, он занимает внушительную территорию в 202 акра. Кубер-Педи – это австралийский город, известный своим необычным расположением под землей. Его возникновение связано с крупнейшим в мире месторождением опалов, откуда добывается до 90% всех этих драгоценных камней на планете. Именно поэтому Кубер-Педи заслуженно считается мировой столицей опалов. Жара на поверхности настолько высока, что подземные жилища становятся настоящим спасением для местных жителей, предпочитающих оставаться под землей. Население этого необычного города невелико, всего около 2000 человек. Покупка жилья здесь может обернуться настоящей удачей. Известны случаи, когда при расширении своего подземного дома владельцы случайно находили богатые залежи опалов. Электроэнергию в Кубер-Педи получают благодаря солнечным батареям, что делает ее стоимость крайне низкой, учитывая яркое солнце, которое светит практически весь день. Внешний облик Кубер-Педи выглядит весьма экзотично. Благодаря своему уникальному ландшафту город стал местом съемок известных фильмов, таких как «Безумный Макс 3» и «Черная дыра». Лагос, несмотря на свою репутацию богатого города, демонстрирует резкий контраст между жизнью привилегированного меньшинства и большинства местного населения. Богатство сосредоточено в руках работников международных промышленных компаний, извлекающих ресурсы страны, и чиновников. Основная масса жителей вынуждена существовать в условиях крайней бедности, обитая в трущобах, известных как Макоко или Черная Венеция. Макоко представляет собой район, построенный на сваях посреди водоемов. Здесь отсутствуют элементарные удобства. Нет питьевой воды, электричества, канализации. Жители ютятся в жалких хижинах, стоящих на деревянных платформах. Отсутствие санитарных условий способствует распространению болезней, и продолжительность жизни в этих районах крайне низкая. Средством передвижения служат деревянные лодки, а отходы сбрасываются непосредственно в воду, где играют дети. Хабитат представляет собой уникальную конструкцию, которая даже сегодня привлекает внимание своей экстравагантностью. А в 1967 году, когда это здание впервые предстало перед зрителями, оно вызвало настоящий фурор. Дом состоит из 354 кубов, поставленных друг на друга, на первый взгляд, хаотичным образом. Однако эта кажущаяся случайность скрывает продуманную структуру жилого комплекса на 154 квартиры. Одной из особенностей здания является то, что почти каждая квартира имеет выход на собственную террасу с садом, расположенную на крыше нижнего этажа. Подъезды Хабитат представляют собой сложную систему крытых коридоров и лестничных переходов, образующих настоящий лабиринт. Расположение квартиры относительно входа в подъезд существенно влияет на ее стоимость. Чем дальше от входа, тем дороже. Например, квартира площадью 1248 квадратных футов обойдется примерно в $500 000. Создателем этого необычного сооружения является архитектор Моше Сафди. Его целью было создание пространства для комфортной жизни в условиях плотной городской застройки без использования традиционной многоэтажной архитектуры. Здание собиралось из заранее подготовленных модулей всего за месяц, что позволило быстро обеспечить жильем большое количество людей. Для сборки кубических элементов использовались стальные тросы, а для обеспечения доступа на верхние этажи предусмотрены 3 ряда лифтов. Несмотря на визуальную хаотичность, все элементы здания расположены согласно строгому плану, что создает впечатление сложной игры детского конструктора. В 2014 году японский архитектор Су Фудзимото реализовал свой проект на побережье Средиземного моря во Франции, выиграв тендер на строительство экологичного дома с солнечными панелями в городе Монпелье. Здание представляет собой жилую многоэтажку, но помимо квартир включает в себя художественную галерею на первом этаже и ресторан с баром на крыше, откуда открывается захватывающий панорамный вид. Жителям 17-этажного небоскреба L'Arbre Blanc, или в переводе «Белое дерево», достаточно всего 5 минут, чтобы добраться до исторического центра города, а за 10 минут можно оказаться на пляже. Однако любоваться красотой окружающей архитектуры и закатом можно из собственного балкона, площадь которого составляет не менее 75 квадратных футов. Эти необычные балконы не только создают приятную тень для жильцов, но и улучшают циркуляцию воздуха в квартирах. Башня, расположенная на берегу реки Лес, символизирует жизнь и красоту, став настоящим украшением района.
Джон Милкович из Хьюстона, Техас, США, превратил привычку собирать пустые пивные банки в нечто большее, чем простое хобби. Он решил использовать их для украшения своего дома, подняв коллекционирование на совершенно новый уровень. Сначала соседи неодобрительно относились к такому подходу, но со временем дом Джона стал местной достопримечательностью и символом народного творчества. Для оформления своего жилища Милкович использовал около 50 пивных банок, что вызывает сомнения в том, что он сам выпил все это пиво. Работа началась еще в конце 1960-х годов и длилась 30 лет. Помимо инкрустирования самого дома, Джон изготовил из пивных банок и бутылок горшки для цветов, построил забор, беседку и даже вымостил двор. Одним из наиболее примечательных примеров домов, вдохновленных миром хоббитов из произведений Толкиена, является дом хоббита в Уэльсе, Великобритания. Этот дом выделяется своей теплотой, экологической чистотой и впечатляющим внешним видом. Строительство заняло 4 месяца, и владелец дома вместе с семьей и друзьями воплотил свою мечту в реальность. Расположенный на холме, вдали от суеты современного мира, дом предлагает уединение и спокойствие. Каркас дома изготовлен из дубовых арматурных элементов, а стены и фундамент выполнены из глины и камня. Система теплоизоляции основана на использовании соломенных тюков, которые укладываются на стены, полы и крышу. Энергоснабжение обеспечивается солнечными батареями, что подчеркивает стремление семьи Дейл к максимальной экологичности. В небольшом поселке Боровой Кемеровской области Россия живет Николай Орехов, который решил воплотить свою мечту в реальность. Он построил необычный трехпалубный дом, напоминающий корабль. Высота дома составляет 29,5 футов, а длина — 45 футов 9 дюймов. Изначально Николай планировал построить баню, но в итоге получился настоящий дом-корабль. В нем есть все необходимое для комфортного проживания. Камбуз, кают-компания с 4 жилыми комнатами, рубка, где расположена оранжерея, ведь жена Николая любит цветы. Местные жители прозвали этот дом Николаевым ковчегом, но самому владельцу больше нравится сравнение с легендарным кораблем-призраком «Летучим голландцем». Этот проект демонстрирует, что при наличии желания и упорства можно воплотить в жизнь даже самые смелые мечты. Талантливые художники из Пенсильвании нашли вдохновение в старых ненужных окнах, превратив их в материал для строительства своего уникального жилья. Они приобрели строительные отходы на местной распродаже и решили возвести уютный дом в живописных горах Западной Вирджинии, выбрав там идеальное место для своего нового гнездышка. Одноэтажный дом, созданный Ником Олсоном и Лилой Хорвиц, выделяется использованием утилизированных материалов, таких как доски, дрова и старые окна в рамах. Двойные окна, использованные в строительстве лицевой стороны дома, создали потрясающий витраж и одновременно обеспечили отличную звуко- и теплоизоляцию. Благодаря применению строительных отходов и вторичного сырья, пара смогла построить просторный и комфортабельный дом всего за $500, затраченных на покупку необходимых материалов. Архитектура неотделимо связана с нашей повседневной жизнью и окружает нас повсюду, став неотъемлемой частью нашего существования. Человек способен приспособиться к любым условиям, а если сюда добавляется фантазия, то на выходе можно получить весьма своеобразное строение. У меня же, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока-пока.